Квантовая механика исторически является первой физической теорией, которая не может обойтись без комплексных чисел. Ранее комплексные числа считались уделом лишь математиков. Комплексное число z можно представить в виде действительной части плюс мнимая единица, помноженная на мнимую часть. А и b – это обычные числа. Мнимая единица обычно обозначается буквой и по определению является квадратным корнем из минус единицы. Или что то же самое, и квадрат равно минус единице. Если числа а и b считать декартовыми координатами, то комплексное число будет точкой на плоскости. Эта плоскость называется также комплексной плоскостью. Если из начала координат в эту точку провести вектор, то согласно теореме Пифагора квадрат его длины будет равен сумме квадратов действительной и мнимой части. Эта длина также называется абсолютным значением или модулем комплексного числа. Комплексные числа можно складывать и умножать друг на друга согласно обычным законам арифметики, с учетом того, что и квадрат равно минус единице. Еще одна операция, на которой не делается акцент в школьной программе, но которая широко используется в квантовой механике, это комплексное сопряжение. Данная операция просто меняет знак у мнимой единицы на противоположный. Геометрически она соответствует отражению комплексного числа относительно действительной оси. Комплексно сопряженное число обозначается звездочкой. Квадрат абсолютного значения можно также записать как произведение комплексного числа на свое сопряжение. В этом легко убедиться, просто раскрыв скобки. В квантовой механике квадрат модуля комплексного числа несет в себе глубокий физический смысл. Также нам понадобится матрица. В квантовой механике используются квадратные матрицы размером n на n, матрица единица на n, то есть строки, и матрица n на 1, то есть столбцы. Матричные элементы могут быть комплексными числами. При умножении квадратных матриц также получается квадратная матрица. Матрицы перемножаются по правилу строка на столбец. Так элемент единица минус 2i получается как единица умножить на 3 плюс единица минус i умноженное на минус 2i. Порядок перемножения матриц имеет значение. В общем случае а умножить на b не равно b умножить на a. Тогда говорят, что матрицы не коммутируют. Деление матриц не определено. Вместо него используется понятие обратной матрицы. Обратная матрица, а в минус первой, это такая, что при умножении на исходную матрицу она дает единичную матрицу. Единичная матрица обычно обозначается буквой и содержит единицы по главной диагонали и нули в остальных местах. Умножая квадратную матрицу на столбец, получим другой столбец. Столбец обязательно должен стоять справа от матрицы, для того, чтобы соблюсти правило строка на столбец. Чтобы умножить строку, ее надо поставить слева от матрицы. В результате мы также получим строку. Правило строка на столбец соблюдается. Элемент минус 2 минус i получается как минус i умножить на 1 плюс минус 1 плюс i умножить на единица плюс i. Если умножить строку на столбец, то получим просто число. Для матриц существует операция, являющаяся обобщением комплексного сопряжения и широко использующаяся в квантовой механике. Она называется Эрмитово сопряжение и обозначается крестиком. Помимо замены знаков при мнимой единице, она еще подразумевает замену строк на столбцы. То есть Эрмитово сопряжение матрицы – это комбинация транспонирования и комплексного сопряжения.